Друзья, привет! Сегодня я решил показать вам, как именно я делаю вареники. Мои самые любимые – это вареники с картошкой. Рецепт на самом деле очень простой, но я хочу просто показать вам, как делаю это я. Подожди, чего? Ты совсем забыл сказать о том, что с этим видео начинается серия роликов о приготовлении теста дома от простого к сложному. Потому что многие уже попросили показать разные сорта, допустим, то же самое тесто для штруделя или для брецеля. Надо что-то делать. И будет серия роликов, где начиная с сегодня будет усложняться рецепты теста, то есть от простого к сложному. Ну а манты? Да, есть ролик уже с приготовлением мант. Ну, его можно как бы назвать введением. А именно этим роликом мы начинаем именно серию. Так что давай, не забывай. Вот и хорошо, вот и здорово. На самом деле тесто для вареников, которые я сегодня вам покажу, это самое элементарное, самое простое. Для точности рецепта я буду использовать весы обычные кухонные и вот этот вот набор, так сказать, ингредиентов, то есть он минимален. Все пропорции будут под видео, все будет расписано, так что, как всегда, проходите. Ну, а начну я именно с приготовления начинки с картофельного пюре. То есть вот смотрите, я предварительно уже пожарил лук и грибы. С этим справится каждый из вас, я надеюсь. Также я мелко нарезал картофель и залил его водой и присолил. Теперь отправляю на плиту, и оно должно у меня провариться минут 20. После чего я оставлю его остывать, потому что начинка должна быть холодной. Беру воду, у меня 200 мл, вода комнатной температуры. Сюда отправляю 2 чайные ложки, нет, даже 1 чайную ложку, 1,5, ладно, уговорили, соли, меньше полной ложки сахара, 1 столовую ложку масла растительного, и 1 куриное, уже помытое, естественно, яйцо. Все отправляю сюда в чашку и перемешиваю до полного растворения. Чтобы точно сказать вам, сколько муки я использовал на 200 мл воды, я для этого взвешу тару и потом, когда уже замешаю тесто, еще раз поставлю на весы и скажу, сколько ушло муки. Так, здесь у меня кило 300. Кило 300. Позовите специалиста. Беру самую обычную муку и потихоньку начинаю ее сюда добавлять. Вот, обратите внимание, что тесто уже стало таким тугим. Я не буду делать его слишком таким тугим, прям чтобы, как, допустим, на те же манты делается. Вареники лично для меня, в моем определении, это фактически те же пельмени, только с единственной разницей в том, что начинка в варенике идет уже готовая, поэтому им не надо столько долго вариться в воде, как тем же пельменям, а про манты я тем более молчу. Им надо то, что приготовилось тесто. Вот и все. На этом этапе я уже буду подключать руки. И дальше буду добавлять муку и вымешивать именно руками. Вот обратите внимание, то, что тесто уже фактически не липнет к рукам. То есть слабое такое я ощущаю. Поэтому я беру немного муки на стол. Естественно, все надо помыть перед тем, как вымешивать. Я имею в виду стол или рабочую поверхность, где вы это делаете.
Вот видите, оно такое тягучее у меня, пластичное. И буду вымешивать с постепенным подпылением, то есть добавлением муки минут 10. Ну вот, я вмесил минут 10, постепенно добавлял. Вот смотрите, оно уже так просто не тягнется, но оно вытягивается постепенно, потихоньку и фактически не липнет уже к рукам. Вот я взял пакетик, в который положу все это. Немного также муки на дно и сверху. Сейчас я взвешиваю это и скажу, сколько примерно муки вам можно уже спокойно брать при первоначальном замешивании теста. Потому что мука у всех разная, вода разная, яйца разные. Я имею в виду яйца куриные. И вот получается, что у меня сюда 370 граммов муки ушло. Имейте примерно в виду. Накрываю пакетом. Ничего тут особо завязывать не надо. И убираю минимум на полчаса в место, где нету сквозняков. Потому что иначе, если сквозняки, все равно может проходить движение воздуха и поверхность будет пересыхать. Ну, а мы сейчас займемся начинкой. Вареники сегодня я хочу сделать именно со шкварками. И в плане того, что не замешивать внутрь, а насыпать сверху уже вареников вот эту вот масляно-луково со шкварками субстанцию. В этой сковороде я жарил лук и шампиньоны. Добавляю совсем немного масла. И отправляю предварительно нарезанное уже хребтовое сало. Мне нравится именно хребтовое. После чего ставить надо на не очень большой огонь, скажем так. Ну, у меня это 600 ватт я поставил сейчас. Здесь у меня, кстати, лук уже тоже предварительно нарезанный. Чтобы не отмывать стол потом от масляных брызг, я постелил просто полотенчиком. Вот обратите внимание, насколько сейчас прозрачным стали эти кусочки сала. С обратной стороны уже начали такие вот шкурочкой грубеть. Отправляю сюда лук. Пока готовятся шкварки, сейчас будет врезка с объяснениями одного важного пункта. Тем временем хочу сказать важную вещь. Обратиться к вам. Те люди, которые понравились мои ролики, которые ставят там лайки, подписываются, не забывайте про колокольчик. Потому что если вы только просто подписались, но не нажали на колокольчик, вам будет приходить выборочное оповещение. Если вы нажмете на колокольчик, то увидите 3 функции. Вернее, даже сказать 3 варианта, как работает колокольчик. То есть получать все оповещения, выборочные, либо не получать оповещения. Смотрите сами, хотите ли вы получать уведомления о всех выпущенных, тогда нажмите верхний, где около колокольчика таких много как бы звуковых волн выходит. Если хотите выборочно, то так и оставьте. Если хотите отключить, то нижний выбирайте. Потому что многие мне говорят, что мы на тебя подписаны, а вышел ролик, а мы не знаем. Так что обратите на это, пожалуйста, внимание. Вот обратите внимание, до каких выжарок я люблю делать эти шкварки. И пока масло еще горячее, я сейчас быстро нарублю 3 зубчика чеснока и отправлю сюда. И чтобы через масло оно открылось. И потом, конечно же, я возьму шкварки без этого масла. Потому что жирно будет сильно. Картошка сварилась, воду слил. И теперь переходим к приготовлению толченки, либо картофельного пюре. Вот оно тут лежит. Сразу я, пока оно все горячее, хороший кусок масла сюда, сливочного. Чем больше масла, тем будет вкуснее ваша толченка, либо пюре, называйте как хотите. Обязательно молоко должно быть как минимум комнатной температуры, можно его немножко подогреть.
И что я сразу сделаю, то есть обжаренный лук и грибы я тоже добавлю. Толкушка у меня такая вот, самая обыкновенная, с двумя ножками. Мне нравится больше, чем такая L-образная. Там все гнется, перегибается. И просто толкем теперь всю картошку. Когда перетолок немного, то добавляю молока. Молока добавляйте ровно столько, чтобы картошка не стала сильно такой вот жидкой. Иначе будут проблемы, когда будем лепить сами вареники. Я попробовал немного. По соли можно чуть-чуть совсем добавить. Сильно много не надо, потому что картофель варился в соленой воде. Обжаривались грибы с луком тоже, с леденца подсоленные. Но обязательно добавляю перец, мне нравится с перцем. И совсем немного еще добавлю гранулированного чеснока. Также в последнее время я всегда делаю толченку с применением сыра. На этот раз у меня получился камамбер. Он был по скидке. Небольшой вот такой вот 30-граммовый кусочек. То есть сектор я отправляю. Много не надо, иначе будет чересчур сильно тянуться. Вот я достал тесто. Оно, естественно, не поднялось, поскольку оно не дрожжевое. Но смотрите, какое оно стало. Просто великолепное. Вот его нажимаешь, и он такой вот мягенький, хорошее. Немножко припылить. И хорошо еще раз вымесить тесто. Оно мягенькое такое, податливое, вообще великолепное. Оно немного липкое, но это хорошо. Оно к рукам не пристает. И вам я советую также делать немножко более такое липкое тесто. Его всегда можно потом вымешать, добавив муки. Если вы сделаете сухое, сильно тугое тесто, то вы его водой уже просто не разбавите. Делаю шарик. Так вот, подворачиваю под низ. Опять мукой смазываю, так сказать, припыляю скалку и начинаю раскатывать. Раскатывать надо где-то до толщины 2-3 мм. Тоньше не надо. Ну вот как по мне, так уже достаточно тонкое тесто. Сейчас я покажу на примере, как я делаю один. И потом уже продолжу это все налепливать. Теперь беру картофель. Ложечкой накладываю сюда. Вот видно, что картофель застыл. Много не выкладывайте, потому что может лопнуть, хотя тесто достаточно таки эластичное. Ну, должен быть баланс, найдите этот дзен. И потом просто от краешка делаю защипы. Вареники. Их, кстати, можно, когда вы налепили, вот так вот на доску выложить и вынести на мороз, либо, если у вас достаточно в морозилке места, заморозить, либо в хорошем холодильнике, а потом уже пересыпать, и они достаточно таки хорошо хранятся. Ну а сейчас я все налеплю, и мы перейдем уже к варке. Слепил я, у меня получилось 32 штуки. И хочу сказать, предупредить, когда раскатываете, особенно кто мало этим редко делает, занимается, подпыляйте постоянно стол и скалку тоже припыляйте мукой, иначе будет прилипать, будут загибы, заломы. А когда тугое тесто, то старайтесь меньше все-таки припыла использовать, поскольку тугое тесто, оно само по себе не такое липкое. Но это же он пластилин получается. Он настолько приятный на ощупь. У меня горячая вода, лаврушка, пару зернышек перца, немного соли. Также рекомендую, когда занимаетесь мукой, тестом, надевайте, если у вас есть передники. Если нету передника, то возьмите наволочку, завяжите, потому что пыль мучная часто летит в эту сторону. Не бойтесь теста, работайте с тестом, пробуйте. Со временем вы получите навык. Я не знаю, сварю я все или часть заморожу. Сейчас будем смотреть по объему. Вот вода закипела. И теперь аккуратно отправляю туда вариться
вареники. Варить их надо в зависимости от того, какой толщины теста вы раскатали. Потому что тесто должно свариться, картофель-то внутри уже готовый. Так что обращайте на это внимание. Ну, могу сказать, что после того, как они всплывут, 2-3 минуты максимум. Максимум. И они уже будут готовы. Готово. Можно приступать к дегустации, только сначала я еще сделаю один шаг. Мне очень нравится, когда сверху свежеизмолотый перец. Красота. Маслица обязательно, сливочная, сметанка и шкварки. Сейчас совсем я это попробую. С вашего позволения, по моему хотению. Попробовал я и просто с маслом, и со сметаной, и со шкварками. И вспомнил, что у меня еще копченое сало-то лежит в холодильнике. Ну и пусть себе лежит. Великолепное простое блюдо. Многие из вас его знают. Может, сейчас кто-то решит, а не сделать ли мне самому вареников. Попробуйте. Если вы делаете как-то по-другому, то попробуйте так сделать, как я делаю. Пишите в комментариях, может, какие-то хитрости вы знаете еще. Хотя здесь особых-то хитростей нету. Главное, как замесить тесто. Вам я желаю приятного аппетита всем. Всегда хорошего, отменного аппетита. Отменного крепкого здоровья. Ну а скоро мы уже с вами увидимся. И ждите следующих выходов уже по приготовлению других видов теста. Пока.